Друзья, я знаю, что многие из тех, кто подписаны на наш Инстаграм, интересуются, почему это в последнее время я хожу, что-то снимаю, весь обвешан камерами, но при этом ничего не показываю на нашем основном YouTube-канале. Вы же, наверное, знаете, что основной деятельностью является работа на канале Алга Петербург. Это канал, на котором мы говорим о культуре, о музыке, рассказываем вам интересные новости, ездим с вами на концерты, делаем фильмы, интервью. И есть вопросы: эй, Иван, а что ты там все снимаешь, ничего не показываешь, когда уже можно будет что-нибудь посмотреть? Друзья, и действительно, последние дни я очень много снимаю. Пока что не буду говорить, как всегда, я немного держу в секрете. Скажу только, что последнее время я познакомился с очень интересными разными людьми, которые строят невероятные проекты в прекрасном городе Алания. У меня появляется много друзей в компании застройщиков. И как раз для моих друзей я сейчас буду очень много что снимать. И я думаю, что теперь здесь буду вам показывать, как живется в этом невероятном городе. Буду такую вести летопись своей жизни, буду вести летопись города и буду рассказывать вам про разных интересных людей. И начну я это делать уже сегодня, прямо сейчас. Сегодня я встречусь с моим другом, его зовут Нуржан, он из Казахстана. И я знаю, что вы задавали много вопросов по поводу недвижимости и по поводу того, как можно приехать в Аланию. Сейчас я с ним буду встречаться, общаться. Так что, друзья, если вас интересует жизнь у моря, если вы хотите или задумываетесь, может, о том, чтобы переехать и связать как-то свою жизнь с этим волшебным, чудесным морским воздухом, если вы хотите каждое утро наслаждаться теплым Средиземным морем, прямо сейчас я вас познакомлю с человеком, которому задам все самые сложные вопросы касательно переезда в Аланию. Вот тут смотрите, какие у нас милые щенята. Эй, привет, друзья! Привет! Эй, как жизнь? А вот смотрите, какой малыш. Какой хороший, привет! Привет! Мяу! Какой милый. А тут еще, смотрите, какие щенки. Эй! Привет! Привет, привет! Как у вас дела? Ну-ка, давайте поиграем. Оп, воу. Ну, еще один. Что тут скучаете? А еще я выписал несколько вопросов, на которые сейчас с большим удовольствием отвечу. Например, Наталья пишет: ребята, рада за ваше решение перебраться хоть в Турцию. Ждем новостей, и если можно, еще обзор цен на аренду. Очень хочется хоть какое-то время пожить в Средиземном море. Спасибо, что без политики. Вот Наталья Стунаева. Дорогая Наталья, можно сказать, что на самом деле цены, они очень сильно варьируются, цены очень сильно разные. Начинается от 200 евро. Я помню, что когда я сюда приехал, можно было найти простенькие квартирки по 200 евро. Но на самом деле это очень большая удача, потому что сейчас начинается уже сезон, и сейчас стоимость на жилье, на квартиры начинается от 500 евро. И на самом деле, я даже не знаю, когда вы захотите приехать, но есть вероятность, что еще больше вырастут цены. Друзья, тема эта очень интересная. Возможность пожить у моря, она на самом деле есть сейчас практически у каждого. И я обязательно сделаю для вас, наверное, отдельный ролик про цены на недвижимость и
наверное, про цены на аренду, потому что я сам сейчас ищу квартиру для того, чтобы снять ее на долгий срок. Ну а вообще, друзья, сегодня, прямо сейчас я вот иду встречаться с человеком, который занимается недвижимостью, который инвестирует в недвижимость. Он, правда, не риэлтор, он не продает недвижимость там, и риэлторские услуги не осуществляет, но он очень хорошо разбирается в недвижимости города Аланья. И я в том числе знаю, что он многим своим друзьям помогает выбрать подходящее место для жизни. Поэтому я постараюсь, наверное, сегодня с его помощью рассказать вам, друзья, какие есть тонкости и сложности переезда в Аланью, как лучше поступить. Потому что я знаю, что есть очень много людей, которые мечтают жить на берегу Средиземного моря и, может быть, даже иметь свой маленький такой уютный домик или, может быть, комфортную городскую квартиру, в которой можно будет находиться круглый год, в которой можно будет жить с комфортом, но при этом иметь возможность выходить на балкон, любоваться прибоем и наслаждаться невероятным средиземноморским бризом. Ну а если у вас есть какие-то специальные вопросы, какие-то подробности вы хотите узнать, что-то уточнить, напишите в комментариях, и я постараюсь вам обязательно на все комментарии ответить. Да, брат, Калай, ты на месте? Ты уже там, что ли? Давай. А так, если обобщить и вкратце сказать, я думаю, что тот, кто хоть раз побывал в Алании, тот, кто хоть раз приезжал сюда, я думаю, у каждого такого человека появится мысль либо о переезде, либо о возможности проводить здесь какую-то часть своего времени. Например, вот я знаю, что многие не очень любят зиму, не очень любят осень, слякоть, вот, грязь, снег. Поэтому я думаю, что вот для всех, для нас, для людей, которые выросли в таком климате, в такой погоде, для нас, для всех, друзья, Аланья — это настоящий райский уголок. И, кстати, я уже пришел. Вот это вот классная кофейня. Здесь у нас сегодня будет встреча. А вот хозяин. Мераба. Bugün nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Çok güzel, çok teşekkür. Это добрый хозяин, вот, открывает кафешку. Очень красивое место, друзья, тоже об этом вам все покажу, расскажу, если будет интересно. Здесь вообще, я могу сказать, что ресторанный бизнес, он какой-то особенный. Здесь очень много бизнесов, в которых семейные традиции сохраняются. То есть сначала отец открывает, например, пекарню там, или ресторанчик, и потом его сын, потом сын его сына, они продолжают это дело. И вообще еще надо добавить, что в Турции невероятный уровень сервиса. Невероятный уровень сервиса. Я, как человек, который обучался ресторанному делу, и много лет работал в ресторанном бизнесе на разных позициях, я могу сказать, что, друзья, можете мне поверить, я чуть-чуть в этом понимаю, и в Турции невероятное качество. Но, конечно, надо сказать, что, как и в любой стране, не везде, то есть есть разные места, но хорошие места видно невооруженным взглядом. Ну, или вы можете ко мне обратиться, я вам подскажу. Вот и он, кстати. О, Калайсен. Приветствую. Как тебе это место? Все хорошо, вот готовимся, сейчас будем камеру ставить. Как настрой? Столько встал я сегодня. Ты запарил меня 8 часов вставать. Слушай, тема интересная сегодня у меня, потому что многие спрашивают, как можно переехать вот в Аланию, как можно вообще переехать в Турцию, насколько это сложно, и вообще сложно ли это сегодня? Если у тебя есть сильное желание переехать, то это никаких проблем нет в данный момент. Нам можно 3 месяца находиться в Алании и без всякой визы. То есть это у тебя же, то есть для тебя это уже облегчение, если ты уже решился. 3 месяца, я думаю, достаточно для того, чтобы понять, стоит ли тебе здесь жить или нет. Но если ты уже до этого был в Алании, и ты понимаешь, что за город это, то с переездом здесь, знаешь, как, я считаю, что легко. Слушай, а как сложно здесь вот найти, там, снять квартиру, там, или, может, купить, или как бы можно было поступить тому, кто хочет сюда переехать? Сразу купить квартиру или, может, снять сначала, пожить? Ну, в зависимости от того, какие цели ты преследуешь. К примеру, если у тебя есть какое-то время, то я бы тебе посоветовал приехать сюда, снять квартиру. А с этим проблем нет. Здесь огромное количество сдаваемых квартир, ну просто огромное. Тут от разного ценового диапазона, от зависимости от района, от уровня комплекса. То есть, если тебе важно, чтобы в твоем комплексе находился бассейн, хамам, сауна, то это одна цена. А если тебе достаточно моря,
и прогулки по городу, то ты можешь взять в аренду обычный турецкий дом, турецкую квартиру, в котором нет никакой инфраструктуры. Ну, вот как в наших странах. То есть дом, квартира в нем и больше ничего нет у тебя. Ну, то есть тоже достаточно, если ты приезжаешь в сезон, для тебя, допустим, море будет вполне достаточно для твоего комфортного проживания. Все зависит, Ваня, от твоих предпочтений. Если ты хочешь полный комфорт, то тебе это один класс апартаментов, в котором полная инфраструктура, ну вот полностью, даже бывает кинотеатр. Тебе даже нет необходимости выезжать в город. Настолько крутые комплексы есть. А если ты человек, который хочет познать для себя, узнать что-то новое в Алании, то большую часть времени проживания здесь ты будешь находиться вне своего комплекса, приходить вечером только. Ну, по крайней мере, это в сезон. В сезон я вообще дома не прихожу только спать. А все это время я нахожусь в городе, в таких кафетериях, сходишь на море, поиграешь в теннис, поиграешь в футбол, покатаешься на велосипеде. И это проходит вот так 6-7 месяцев в году. А вот есть у меня много друзей, которые, например, не очень любят, знаешь, там особое внимание, которые, ну, которым не хочется, ну, общий бассейн, которым хочется там личный бассейн, может, личный кусочек моря, личный кусочек, вот, солнца. Это такое тоже же может быть. Да, есть возможность такая. Здесь это виллы. То есть, если тебе нужна какая-то приватность, собственная вилла, собственный бассейн, собственная сауна и какой-то вид на море. Ну, то есть это приватные комплексы есть здесь в Алании. То есть это лучший вариант для тех, кто хотел бы как бы жить на Средиземном море, но при этом вдали от шума, городского шума и суеты. Я был в Италии, я знаю цены. Самое важное здесь цены. А море-то не отличается. То есть здесь никаких нет производств, чистый воздух. Тем более там, где я тебе говорил, район Каригаджак. Там, вот, знаешь, интересно, там есть такой вот бриз. Ибо вилла находится на возвышенности, и сзади тебя горы. Там в летний сезон такой спускается такая немножко холодная ветерочек, тебе приятно. Ну, то есть там не Да, жарко, да? Да, ну, представь, на улице 35-40 градусов, тебе захотелось искупаться, ты пошел на море или съездил. То есть, ну, это то место конкретно, где сейчас сосредоточено больше всего количество людей. Слушай, ну вроде с жильем, ну, действительно понятна ситуация, а вот что касается таких вещей, как сервис, как питание. А с едой здесь вообще никаких проблем нет. То есть здесь круглый год свежие фрукты и овощи. Ну, к примеру, возьмем авокадо. Ты ведь каждый день ешь авокадо? Я вот каждый день ем авокадо. Это у меня... Ты еще говорил, что красную икру на завтрак, да, кушаешь? Красная икра обязательно, потому что здесь она тоже доступна. Там, ну, государственные службы как работают? Медицина, там, полиция, безопасно ли здесь? По полицию вообще здесь не замечаю. Вот что, мне это очень важно. В наших странах ты их постоянно замечаешь. На дороге, в городе. И иной раз ты хочешь обойти, правильно? Да. А здесь для тебя никаких нет проблем с этим. То есть... при этом, ну, чувствуешь, что здесь безопасно. Безопасно, да. Я чувствую себя безопасно. И, я вижу, ты велосипед не пристегиваешь, да? И когда я оставляю его в моем комплексе, я просто бросаю его, если можно так сказать. Где бы я ни находился, заехал в кафетерий или в больницу, я оставляю его не пристегнутым. Нет, есть люди, которые пристегивают, с этим нет проблем, но я этого не делаю, я чувствую себя здесь в безопасности. А ты где-нибудь видел, чтобы в какой-то стороне подъехал полицейский мотоцикл, да, и они специально включают проблесковые маячки и сигнал для детей. Чтобы дети подбегают, радостные, да. Бывает, что у них есть какие-то сладости, они дают. Слушай, а с чего вот можно начать тому, кто вот захочет приехать? Самое лучшее, что я могу посоветовать тебе, Ваня, или твоим друзьям, это выбрать тур. Есть тут два варианта. Есть хороший тур, можешь взять в 5-звездочном отеле, или обычный. В зависимости от того, какой приоритет у тебя стоит. То есть приоритет отдых, потом недвижимость. Или наоборот, недвижимость, потом отдых. Отсюда следует, если у тебя стоит приоритет отдых, потом недвижимость, тогда ты должен взять себе шикарный отель, all-inclusive, отдыхать. Но ты понимаешь, отдыхать тоже устаешь. Вот в этот перерыв, там, когда твои дети спят, в обеденный перерыв или после обеденный перерыв, то есть ты можешь выехать в город, посмотреть город,
посмотреть, как люди живут, ну и, соответственно, архитектура, если тебе нравится, и комплексы. Ну, я с комплекса никогда не начинаю. Я показываю своим друзьям компании. То есть я им показываю, у кого какой стаж, какие проекты. И потом человек выбирает себе фирму, которую застройщик, так сказать. И в первую очередь мы смотрим проект от этого застройщика. Если там бюджет не подходит, то мы выбираем следующий вот таким образом. Ну, это один из вариантов. Второй вариант, если у тебя приоритет недвижимость, то тогда я тебе советую брать самый дешевый отель, который ты можешь. Если вы принимаете в семье оба решения, то вдвоем, чтобы не было, знаете, такое. Бывает, что супруг выбрал, а ей не понравилось. Или бывает, к примеру, тебя возьмем, ты выбрал один комплекс, Да. приезжаешь в Питер, говоришь: дорогая, я вот такой суперский комплекс выбрал. Она говорит: а рядом садик есть? А ты такой: а нету. Ну, я уже О чем? купил. И начнется у вас разлад в семье. Зачем тебе это надо? Если же твоя супруга тебе полностью доверяет, тогда приезжай смело один. Во-первых, ты сэкономишь. Два варианта. То есть первый — это отдых, потом недвижимость, и недвижимость далее отдых. А при любых обстоятельствах вы всегда можете обратиться ко мне, я вам могу с этим помочь. То есть как мы твой номер, получается, сейчас Ну, прикрепим? если ты прикрепишь мой номер, я был бы тебе благодарен. Это правда. В таком Казахстане, да? Ну, Это он в Китае. В Китае? Очень. Ну, талантливый парень, классный, супер. Молодец, что? Слезинку пророни, пожалуйста. Слеза даже не пошла, да? Не пробить. Не, понятно, что он делает. Понятно. Вот если, например, кто в Казахстане сейчас вообще ребята называются? Как он называется? Иманбек. Группа, ребята, группа. Новая, которая они хип-хоп, делают. который? Нет, 91? классный музон они делают. Кисло-сладкий. Ты достал что-то. Елена Кайратовна? Да. Вот это просто космически. Ну и реально, они снимают классно как. Ну это круто очень. Политику поставим внутри, ты не знаешь. Ну они балансируют все равно. Да, конечно. А ты новую видел, Нев? Новую Ирину Кайратовну видел? Я не особо слежу, но я слышал. Давай. Классно. Они бургеры теперь рекламируют? Ну это космос вообще. Вот это прям, я посмотрел, это бинго. Работал. Я был у них на концерте. А вы на концерт? в Алмате. Я снимал их там. Ты это снимал? Нет, не это, не это. Нормал? Не знаешь, что самое интересное? Когда я первый раз Клип неплохой, да? Да, классный, сильный. Это казахский таким. Да. Качает. Я слышу Microsoft или Microsoft. Microsoft. Да, это, короче, есть компьютерная, Майкрософтский. точнее, не компьютерная, это на телефоне игра, типа PUBG. И вот они... Fire. Да. Там онлайн Да. А вот они, короче, коллаборации сделали. Прикинь? Да. Почему? Потому что они делают творчество, потому что они делают и... А вдруг к нам потом придет кто-нибудь, какой-нибудь гейтер, и скажет: ребята, Да, давайте, сделайте. сделайте мне, пожалуйста, то же самое. Ладно, на этом я... Microsoft. Хочется сказать, друзья, что
день завершается довольно неплохо и очень даже интересно. Но на самом деле, день еще совсем не завершается, потому что еще самое интересное будет впереди. Дело в том, что сегодня на центральной площади будет концерт. Он будет в 9 часов вечера. Я хочу туда сходить, друзья, показать. Сейчас в Турции празднуют месяц Рамазан. И каждый вечер организовывают ужин и концерт. И, в общем, я уже был на таком ужине один раз. И теперь хочу посетить и концерт тоже. Ну, конечно, и вам обязательно все покажу. Да, друзья, я вообще сначала подумал, что будет просто концерт. Но, как оказалось, весь город собрался сегодня на набережной. Будет выступать певица Эдже Шекин. Надеюсь, прочитал правильное ее имя. Мне здесь подсказали местные девчонки, как ее зовут, потому что я такой певицы не знаю. Но в любом случае народу много и будет, мне кажется, очень круто. Атмосфера невероятная. Я не знаю, мне кажется, что весь город собрался, чтобы посмотреть на выступление этой певицы. Ну и просто, чтобы провести время. Люди сидят и на пляже, люди сидят везде. Есть ограниченная территория, на которой как раз проходит концерт. Но народу очень много. Очень интересно. В общем, Турция действительно начинает жить после заката. Оказывается, большая артистка. 2 миллиона подписчиков, а как ее люди встречают. В общем, круто. Круто. Видите, это, похоже, действительно большой праздник, что приехала такая большая артистка. Молодцы. Вот, Алания, молодцы. Возвращаюсь домой. Вроде город успокоился. Я тоже. Надеюсь, интересно вам было посмотреть. Не полный, не все я вам показывал, но вот такой вот он. И, может быть, даже дал вам чуть-чуть понять, вот как выглядит со стороны жизнь в городе на побережье Средиземного моря. Ну, а завтра уже новый день. Начало в 5 утра, как обычно. И, как обычно, новый день должен быть лучше, чем сегодняшний. Ну, чтобы сегодняшний не обижался, надо сказать, что сегодняшний день был тоже очень-очень хорошим, очень приличным и очень интересным. А так вообще, что надо сказать? Подписывайтесь, друзья. Ну и что там, лайки там, ставьте комментарии. Всем пока, спокойной ночи и увидимся в следующий раз.